Целая команда юных черлидерш из штата Джорджия бесследно исчезла в 1995 году после выступления, оставив за собой лишь тревожные вопросы и разбитые семьи. Спустя 20 лет турист находит в глуши нечто шокирующее. Находку, которая переворачивает старое дело и приводит к тревожной правде. Утреннее солнце проникало сквозь окна кухни в городе Элм-Хиллз, отбрасывая мягкие прямоугольники света на стол, за которым сидели Мэриан и Томас Бейли. Их утро было привычным, как и последние 20 лет, с тех пор, как их дочери-близнецы Клэр и Лили исчезли. Мэриан, рассеянно помешивая кофе, смотрела в одну точку. Девочкам сейчас было бы 34 года. Были бы у них свои дети? Эти вопросы сопровождали ее каждый день. Раздался звонок. Мэриан взяла телефон. На экране высветилось имя — детектив Градсон. Бейли знали его хорошо. Он был ведущим следователем по делу об исчезновении их дочерей. Мэриан нажала кнопку ответа. «Миссис Бейли», — раздался низкий голос детектива, «у нас есть новости по делу ваших дочерей. Можете с мужем приехать в участок как можно скорее?» «Мы выезжаем прямо сейчас», — ответила женщина. Кухня погрузилась в напряженную тишину. Бейли встали из-за стола, оставив недоеденный завтрак. Через несколько минут они уже ехали в сторону полицейского управления. За окном проносился город, изменившийся за 20 лет. Новые дома, новые дороги. Но их дочери, если живы, так и остались в их памяти подростками. На стоянке у участка было непривычно много машин. Мэриан узнала автомобили других родителей, семьи девочек, пропавших вместе с Клэр и Лили. Внутри участка их провели в конференц-зал. Там уже находились 4 другие пары родителей. Детектив Градсон стоял у экрана. Сегодня, рано утром, турист нашел металлический чемодан в отдаленной части национального парка Пайн-Гроув. Начал он. «Мы считаем, что он может быть связан с исчезновением ваших дочерей». На экране появилось изображение. Ржавый чемодан, едва заметный под большим камнем. Внутри выцветшая форма черлидерш. «Это форма нашей команды», — прошептала одна из матерей. Офицеры продолжили рассказ. Чемодан нашел турист Джастин Броди и его собака Реми. Он был в районе, куда редко кто заходит. Собака почувствовала запах и привела его к находке. «Это место нужно обследовать», — твердо заявила Мэриан. Родители закивали. Спустя час колонна машин выехала из города. Участок находился в 50 километрах от города. По пути Мэриан вспоминала тот роковой день. Региональные соревнования по черлидингу, радость девочек от 2-го места, звонок с обещанием скоро вернуться. На месте их встретил Джастин Броди. Он показал, где был найден чемодан. Обследуя местность, офицеры обратили внимание на свежевскопанную землю. Там, среди песка, Томас нашел сережку. Мэриан узнала ее мгновенно. Это был подарок дочерям на 13-летие. Пока они обдумывали находку, неподалеку появился фургон. 3 мужчин делали что-то подозрительное. Когда Мэриан и Томас подошли ближе, те сели в машину и скрылись. На стекле был логотип — птица и буквы RFP. Вернувшись к детективу, они передали сережку. Один из родителей вспомнил. RFP — это аббревиатура компании Ridgeway Fitness and Performance, спонсора команды 20 лет назад. Ее возглавлял Брэдли Кортнер, бывший тренер. Вскоре Брэдли прибыл на место. Его поведение было вежливым, но настороженным. Когда Мэриан попыталась задать вопрос, он ушел к прессе. Позже в придорожной закусочной официантка, молодая женщина по имени Кэсси, принесла им кофе. На ее ухе была та самая серьга. Мэриан не выдержала и спросила, откуда она. «Мужчина оставил ее мне лет 10 назад. Сказал, что она мне подойдет», — ответила официантка.
Он часто обедал у нее и, как выяснилось, бывал на ранчо неподалеку. Ранчо принадлежало некоему Грейсону Левеллу. Мэриан и Томас, движимые тревогой и внутренним предчувствием, осторожно последовали за Кэсси, когда-то направилась на своем мотоцикле к ранчо Грейсона. Они держались на расстоянии, стараясь не привлечь внимания, и свернули на обочину, когда официантка въехала на территорию, обозначенную выцветшей табличкой «Частная собственность». С холма, где они припарковались, открывался вид на главные здания — большой дом, хозяйственные постройки и амбар. Сначала все выглядело обыденно, но затем у одного из зданий они заметили тех самых мужчин, которых видели ранее в лесу. Один из них вытаскивал из сарая мешок, а другой держал в руках нечто похожее на лопату. Их движения были торопливыми и напряженными. Когда Мэриан и Томас приблизились, чтобы разглядеть, один из мужчин поднял голову и заметил их. В этот же миг раздались крики. Мужчины бросили свои занятия и вскочили в черный внедорожник, который стоял неподалеку. Мэриан среагировала первой. Она вытащила телефон и попыталась сфотографировать номер, но внедорожник сорвался с места и помчался по проселочной дороге. Томас и Мэриан поспешили вернуться в свою машину и поехали следом. Погоня продолжалась несколько минут, пока их автомобиль не был заблокирован. Внедорожник резко вильнул, преградив им путь, а еще одна машина подоспела сзади. Люди с оружием выскочили из обеих машин, окружили Бейли и под угрозой заставили выйти из машины. Не успев что-либо предпринять, Мэриан и Томас были захвачены, им завязали глаза и усадили в один из автомобилей. Когда повязки сняли, они оказались в интерьере роскошного особняка, чья безупречная обстановка контрастировала с тревогой в их сердцах. Их поместили в подземный бункер, где содержались 3 женщины. Одна из них — их дочь Клэр. Живая, но другой, Лили, больше не было. Клэр рассказала, ее и других девушек похитили в 1095 году. За похищением стояли Кортнер, Левел и деловой партнер по имени Марк Вансли. Они использовали девушек как духовных жен, прикрываясь тренировками и соревнованиями. Те, кто пытался сбежать, исчезали навсегда. Клэр, Кира, Хендрикс и Нэнси — единственные, кто выжил. Позже полиция, получив сигнал, освободила всех пленных. Кортнер пытался сбежать, но был задержан. Левела и его людей арестовали. История всколыхнула страну. Журналисты, следователи, общественные активисты обратили внимание на преступную схему, в которой под видом спортивных программ скрывалась торговля людьми. Мэриан и Томас держали Клэр за руки в зале полицейского участка, не в силах поверить, что все это правда. Боль от утраты Лили осталась, но обретение дочери дало им силы. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.